Ты стоишь посреди города. Светофоры не работают. Магазины пусты. Банковские карточки не работают, как и весь интернет-телефон, кирпич. За окном крики, выстрелы, сирены. Все, к чему ты привык, исчезло. Добро пожаловать в город после катастрофы. И если ты хочешь выжить, запомни, здесь никто не придет на помощь. Только ты и твои решения. Первые 24 часа не поддавайся панике, ты открываешь глаза, но вместо привычного шума города – тревожная тишина. Лифт не работает, краны сухие. Мобильная сеть, Морей. Мертва именно в эти первые 24 часа гибнет большинство. Почему? Паника. Люди выбегают на улицу без плана, попадают под обрушение, становятся жертвами мародеров или собственной растерянности. Твоя главная задача – не двигаться, пока не поймешь, что происходит. Остановись, сделай 3 вдоха, сконцентрируйся на одном. Оценки угроз: пожар. Чувствуется гарь, дрожит пол, слышны крики. Затопление. Проверь, не течет ли вода, особенно внизу мародеры. Выгляни через глазок, слушай этажи, не включай свет. Теперь вопрос, покидать ли квартиру? Ответ: нет, если не вынуждает непосредственная угроза, у тебя есть стены, крыша и дверь. Это уже больше, чем у половины города. Даже если ты на верхнем этаже, это временное убежище, оцени припасы. Есть ли вода, еда, аптечка, заряжены ли фонарики, пауэрбанки, батарейки. Поставь себе первую цель – прожить ближайшие 24 часа спокойно и осознанно. Паника – это смерть. Решение – это шанс. Подпишись, пока есть связь. Ты не знаешь, когда отключится свет, когда исчезнут магазины, вода, интернет, когда город превратится в ловушку. Но если это случится, ты будешь не в ТикТок, не в Инстаграм, ты будешь выживать. На этом канале это видео, которые спасают жизни, инструкции на случай любой катастрофы, видео, которые ты не забудешь. Подписывайся. Сегодня просто видео. Завтра инструкция к спасению. Где найти воду и еду в городе? Ты пережил первые сутки, но твой организм уже начинает бороться с новой реальностью, без воды. Человек умирает через 3 суток, а в разрушенном городе каждая капля на вес золота. Где искать воду? Забудь про краны, в них уже пустующие здания с резервуарами. Школы и детские сады, у них часто есть автономные запасы, офисы. Кулеры, бутилированная вода в переговорках, автомастерские и СТО, стеклоомывайка тебе не нужна, но там могут быть запасы питьевой. Для сотрудников найденная вода не всегда безопасна. Если она мутная, зеленая или с запахом, не пей сразу. Используй ткань, уголь, песок, сделай хотя бы грубую фильтрацию. Прокипяти, если есть возможность. Солнечный дистиллятор простой способ очистить даже грязную воду за день. Теперь, еда, ты голоден, на голод там это не повод терять рассудок. Где искать продукты? Школьные столовые, консервы, сухари, крупы, офисные кухни, лапша быстрого приготовления, печенье аптеки, питательные смеси, глюкоза, БАДы с калориями, складские зоны, там может быть еда для персонала, что важно искать. Консервы, сухари, орехи, энергетические батончики, мед, не портится годами. Но если все опустело, включай уличного следопыта, дикие растения, крапива, подорожник, одуванчик, они съедобны в вареном виде. Кошачий или собачий корм, неприятно, но питательно. Съедобные упаковки, вафельные обертки, леденцы, застрявшие в вендинговых автоматах. Главное правило – не ешь, если сомневаешься, один неверный укус может стоить тебе жизни. Сохраняй энергию, рациональнее не есть вообще, чем травиться. Безопасность. Как не стать жертвой? Ты нашел воду и еду, но в городе остались не только выжившие. Остались голодные, испуганные, озлобленные. И если ты не хочешь стать добычей, пора думать о защите. Самодельные замки и баррикады. Закрой двери мебелью, холодильником, любой тяжелой конструкцией. Используй проволоку, веревки, даже ремни, чтобы зафиксировать ручки. Натяни нитку с шумящими предметами у входа. Это даст тебе секунды задача. Не построить крепость, а выиграть время. Скрывай свое присутствие, не зажигай свет даже при свечке, особенно ночью. Никакого шума, никакой музыки. Запах пищи – сигнал, который чувствуется на десятки метров. Если греешь еду, делай это рано утром, пока большинство еще спит. Опасные районы. Остерегайся мест, где
разбитые витрины, следы крови, сожженные машины, граффити с агрессивными символами – это признаки, что здесь уже были или живут опасные люди. Такие районы – капкан, как защититься без оружия. У тебя есть все, что под рукой – палки, молотки, ножницы. Перцовые баллончики из авто или женских сумок, баллон с дезодорантом и зажигалка, импровизированный огнемет. Но главное – избегать прямого конфликта. Другие люди – угроза или шанс. Старайся держаться в одиночку, но если встретил кого-то, не доверяй на слово, смотри в глаза, слушай голос, задай простой вопрос, на который только местный может знать ответ. Если человек врет, уходи, если он честен, возможно, у тебя появился шанс не быть одному в городе, выживает не самый сильный, а самый внимательный, самый бесшумный, самый осмотрительный. Когда стоит уходить из города? Город больше не дает тебе шанса. Запасы на исходе, шумные группы все ближе, ни одна сирена не воет, ни один вертолет не летает, помощь не идет, признаки, что ждать больше нельзя. Прошло больше недели и никаких признаков спасателей. Ни радио, ни сигнала, ни выстрелов спасения. Вода окончательно закончилась, еды на 1 день. На улицах появились вооруженные группы, и они не ищут выживших. Они охотятся, это значит, пора уходить. Как выбрать маршрут? Не иди по основным дорогам. Там могут быть блокпосты или засады, изучи карту. Заранее, если сохранил, двигайся вдоль железных путей, рек или линий электропередачи. Они ведут из города и часто. К людям, что брать с собой? Вода и средства ее фильтрации, даже тряпка и бутылка. Еда с высокой калорийностью, орехи, шоколад, консервы. Мультитул, нож, веревка. Аптечка, бинты, обеззараживающее, обезболивающее, записка с личными данными, на случай, если тебя найдут. Максимум 7-8 килограммов. Все остальное – обуза. Как избежать блокпостов и агрессоров? Не носи камуфляж, ты сразу выглядишь как угроза одежда. Серая, неприметная. Без знаков, если увидел людей, не выходи на контакт первым, следи за поведением. Шум, агрессия, оружие – это красный флаг, если остановили, не сопротивляйся. Главное – уйти живым. Почему важно идти ночью? Ночью меньше шансов попасться. Темнота – твой щит, но только если ты готов. Тихая походка, черная одежда, луна за спиной. Один неверный шаг, и ты стал целью, но правильный маршрут ночью – это дорога к свободе. Когда город превращается в ловушку, уйти – значит выжить. Мотивация. Кто выживает, а кто нет. Остаться в живых – это не только про еду, воду и укрытие. Это про то, что происходит внутри тебя. Потому что, когда вокруг хаос, твоя сила не в руках, а в голове. Психология важнее силы. Самые сильные ломались первыми, потому что рассчитывали на силу, а не на гибкость. Выживали те, кто принимал ситуацию, те, кто не ждал чуда, а двигался, даже когда страшные истории выживших Мариуполь. Женщина жила в подвале с 3 детьми, 47 дней без света и газа. Она говорила: «Я вставала утром и говорила себе, только бы дожить до вечера. Нью-Орлеан, ураган, Катрина». Пожилой мужчина спас семью, вытащив их через крышу. Он не был сильным, но он не сдался Алеппо. Под завалами выживал ребенок. Он считал дни по каплям дождя, что падали сквозь трещину в стене, и дождался, когда его нашли. Стратегия день за днем, не думай о неделе вперед. Не строй планов на потом, сосредоточься на одной цели в день. Найти воду, перебраться в новое место, починить фильтр, маленькие победы – это то, что удержит тебя на поверхности. Самое опасное – не голод, а одиночество. Когда ты один, тишина начинает говорить, нашепчет «сдайся». Не слушай, пиши дневник, говори вслух, пой песни, вспоминай имена своих близких. Дай себе причину держаться, ты не должен быть героем, ты не должен никому ничего, кроме одного – выжить. Любой ценой. Ты выжил, потому что знал, что делать, потому что не поддался страху, потому что не ждал чуда. Ты стал этим чудом, сам город не прощает ошибок. Но если ты дошел до этого момента, значит, у тебя есть все, чтобы пройти даже через ад. Неважно, остался ты один или рядом с тобой кто-то еще, помни, каждый шаг приближает тебя к свободе, и если наступит час Х, ты уже будешь готов. Подпишись, если хочешь знать больше, потому что следующий сценарий может однажды спасти тебе жизнь.